Вы находитесь на моем канале «Сказочная страна Амигуруми». И сегодня я хочу показать вам мастер-класс на вот такие вот три интересные игрушечки. Они вяжутся по одной схеме. Это котик с таким вот хвостиком, мишка и вот такой вот зайчишка с длинными ушками в платьице. Вяжутся они все по одной схеме. Размер игрушки 13 сантиметров. Очень подходит для брелочка или просто как маленькая игрушечка. Такая ладошечная маленькая игрушечка. Эти малыши вяжутся абсолютно одинаково. Даже утяжки у зайчика и котика абсолютно одинаковые. Отличаются только ушком. И будем вывязывать хвостик. У мишки не делаем вот эту вот поперечную, получается, утяжку, а утяжка глазиков одинаковая. И тоже по-другому вяжем хвостик. Так, в принципе, она вяжется практически одной деталью. Вывязываем сначала ножки, ручки, и затем вяжем тело, ввязывая постепенно ручки и ножки, вывязывая голову, значит, и хвостик будем вывязывать в процессе вязания. Ушки будем вязать вернее, вывязывать из головы. И у кошечки, и у мишки. Ничего пришивать не будем ни у мишки, ни у кошечки. У зайчика пришиваем только ушки. Ну, по-моему, все сказала. Теперь давайте приступим к вязанию. Итак, какие же материалы нам понадобятся? Для этого я выбрала такую пряжу. Вся эта пряжа, хотя и разная, но по плотности она абсолютно одинаковая, на 100 грамм 120 метров. Значит, для зайки я выбрала, значит, для тела точно такую же пряжу, как я вязала первую. Это 80-353 Himalayan Dolphin Baby. И для платья я выбрала более розовый цвет, яркий, тоже Himalayan Dolphin Baby. И цвет 80-324. Вот такой вот яркий у нас будет цвет. Мишка будет точно такой же Визил Baby Smile. Пряжа тоже на 100 грамм 120 метров. Если интересно, цвет 0201, по-моему, или это 015. Поменяли колор или что. Вот видите, здесь отпечатано 201, а здесь 015. Не знаю, что это. В общем, 015 цвет, наверное. Baby Smile, визель. И котика будем вязать серенького тоже. Это взяла новую пряжу, купила. Премиум Yarn Baby Love. Тоже хорошая пряжа. Такая вот светло-серенькая. Дальше глазки 8 сантиметров у меня. Ой, 8 миллиметров. Вот будем выбирать. У меня здесь разных цветов. В общем, 8 миллиметров. Дальше будем вязать крючком полностью четверочка. Единственное, у зайчика ушки мы будем вязать 6 номером крючка. И также понадобится пинцет я холофайбером. Холофайбер всовываю в игрушку с помощью пинцета. Наполняю, вернее, и ножницы. А также нам понадобится ниточка плотная для утяжек. Я использую это Alize Diva. У меня тут еще немножко осталось светлого. Светлое. Но в принципе не имеет значения какой цвет, потому что оно абсолютно не видно. Просто плотную ниточку возьмите, какой вы пользуетесь. И давайте начнем. Итак, начнем вязать с ножки. Ножка выглядит вот так. И давайте свяжем вторую. Набираю 2 воздушные петли. И во вторую петлю от крючка я провязываю 8 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5,
6, 7 и 8. Дальше второй и третий ряд провязываю 8 столбиков без накида. Беру маркер, ставлю в первую петлю и провязываю 2 ряда, второй и третий ряд без прибавок и убавок, 8 столбиков без накида. Давайте так провяжем. Итак, провязала я 3 ряда. Четвертый ряд. Провязываем 1 столбик без накида, второй столбик без накида. Дальше убавка. 1 убавка. Дальше вторая убавка. И до конца ряда 2 столбика без накида. В конце ряда у нас должно получиться 6 столбиков. И дальше 5 и 6 ряд я провязываю 6 столбиков без накида, без прибавок и убавок. 3, 4, 5, 6. Это будет 5-й ряд и 6-й ряд. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Вот начальная петля, она сзади, ножка у нас и убавочки находятся впереди. Видите, она так прогибается. Теперь нам нужно наполнить только подошву. Наполняем чуть-чуть холофайбером. Я беру немного холофайбера. И наполняю только подошву. Все это лишнее. Ее надо буквально немного. Вот так вот выравниваем ее. Вот она так прогибается. И теперь соединяем вот эту часть. 3 столбика без накида. Самую первую вставляем петелечку. Самая первая, она самая сложная. Итак, 1. Теперь 2 и 3. 3 соединительные вместе соединяем. Дальше обрезаем хвостик. Все, 2 ножки у нас готовы. Теперь давайте свяжем ручку. Ручка выглядит вот так. И давайте свяжем вторую. Тоже набираем 2 воздушные петли. И во вторую петлю от крючка 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Второй ряд 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Дальше третий ряд. 2 столбика без накида. 1 и 2. Дальше 2 убавки. Так, первая убавочка.
и вторая убавка. Дальше до конца ряда 2 столбика без накида. 1 и 2. В конце ряда у нас получается 6 столбиков. И дальше 4 и 5 ряд провязываем по кругу без прибавок и убавок 6 столбиков без накида. Итак, провязали мы 5 рядов. Теперь опять слаживаем пополам деталь. Ручку мы не набиваем. И тоже провязываем 3 столбика без накида, соединяя 2 стороны вместе. 1, 2 и 3. Вот такая ручка получается. Теперь обрезаем хвостик. И вот такая ручка получается. Вот 2 ручки получились у нас. Теперь смотрите. Получились у нас 2 ножки и 2 ручки для мишки, абсолютно одинаковые. 2 ножки и 2 ручки для котика, абсолютно одинаковые. Вот, и для для зайчика, для мишки и для кошечки. Вот абсолютно одинаковые ножки. Так, теперь давайте будем продолжать вязать зайку. И параллельно будем вязать, не знаю, как правильно, или параллельно, или чтобы вас не запутать, будем по отдельности. В общем, не знаю, сейчас подумаю. Давайте продолжаем вязать зайчика. Итак, начинаем туловище. Набираем 2 воздушные петли. И во вторую петлю от крючка провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот такая деталь. Теперь второй ряд. 6 прибавок в каждую петлю. Так, вот найти надо первую. Прокладываем хвостик и провязываем прибавку. В первую петлю ставлю маркер. И так нужно провязать нам 6 прибавочек в каждую петлю. 2 столбика без накида. В конце ряда у нас должно получиться, подтягиваем хвостик, 12 столбиков без накида. Это уже 3-я прибавка. 4-я прибавка. 5-я. И 6-я. Провязали мы 6 прибавок, в конце 12 столбиков. 3-й ряд. Снимаю маркер. Провязываю 1 столбик без накида. Хвостик можно вязывать, уже можно не вязывать, это уже не имеет значения. И прибавка. Так нужно провязать до конца ряда. В конце ряда у нас должно получиться 18 столбиков без накида. Давайте так провяжем до конца ряда. Итак, 4-й ряд провязываем так. Будем вязывать уже ножки. Для этого я снимаю маркер. Вяжу 1-й столбик, ставлю маркер обратно. И провязываю еще 2 столбика без накида. 2, 3. Всего 3 столбика без накида мы должны провязать. Теперь ставим ножку таким образом, чтобы подошва смотрела назад, чтобы маркер был сзади. И 3 столбика без накида будем вязывать вместе с ножкой. Сначала я вставляю в ножку
крючок, затем вставляю на туловище и провязываю вместе. Раз, два и последний. 3. Вот мы с вами провязали ножку. Итак, теперь по самому туловищу провязать 6 столбиков без накида. Хвостик можно вязать, можно не вязать. Но я ввязываю, так как он уже есть. 1, 2, 3, хвостик убираем, 4, 5 и 6. Вот так провязали. Теперь берем вторую ножку и смотрим, чтобы они в одинаковом положении были. Вставляю в ножку сначала, затем на туловище. Хвостик можно вязать вместе с... Так, теперь вторую петельку и третью петельку. Третья петелька на ножке и на туловище. Хвостик убираем, и остается у нас до конца ряда 3 столбика без накида. Провязываем их столбиками без накида. 1, 2 и 3. Все, вот такая вот деталь у нас получается. У нас маркер сзади. Ножки смотрят вперед. Вот такая деталь. Теперь будем менять цвет. Я обрезаю хвостик и подготовила цвет платьичка, какое вы там выбрали для себя. Так, и последнюю петельку я снимаю. Вот. А уже заканчиваю розовой. Снимаю маркер и провязываем следующий ряд. 18 столбиков без накида, без прибавок и убавок. По кругу. Хвостики, которые у нас остались, я их завяжу, чтобы они не распустились. И оставляю, как будет они у меня тут в этом, с холофайбером вместе лежать. Все, и продолжаем вязать 18 столбиков без накида. Давайте так провяжем до конца ряда. Итак, провязали ряд. Теперь следующий ряд, 6, мы вяжем за заднюю стеночку петли. Вот, за заднюю стеночку петли провязываем ряд полностью 18 столбиков без накида. Вот за заднюю стеночку петли. Дальше 7 и 8 ряд мы вяжем тоже 18 столбиков без накида, но только за полную петельку. Давайте так провяжем. 9 ряд провязали. 9 ряд провязываем так: 1 столбик без накида, ставлю маркер, в следующую убавка за передние полупетельки, захватываем, провязываем убавку. 1 столбик без накида, убавка. Так нужно провязать до конца ряда. В конце ряда у нас получается 12 столбиков без накида. Итак, следующий ряд мы ввязываем с вами ручки. Снимаю маркер. Это будет у нас 10 ряд. Провязываю 1 столбик без накида, ставлю маркер. Затем провязываю 2, 3 и прикладываем ручку и будем с вами ее ввязывать. На ручку уходит 3 столбика. Для этого я ввожу в ручку,
Затем смотрю на туловище, чтобы не пропустить. Вот. И провязываю вместе 2 детали. Опять в ручку, в туловище и опять провязываю. Опять в ручку, в туловище и провязываю. Затем откладываю хвостик. И вот на детали, на самом туловище провязываю 3 столбика без накида. 2 и 3. Затем опять прикладываю ручку, ввожу в ручку и на туловище. Вот. И провязываю. Раз. Дальше опять 2. Прикладываем 2 детали. Вяжем хвостик вместе. И 3. Все. Хвостики подтягиваем, вкладываем вовнутрь хвостики. На этом этапе мы будем менять с вами нить. Для этого я обрезаю уже розовую. Вставляю сюда маркер, чтобы не потерять петельку. Для чего я это делаю? Потому что мы с вами будем сейчас вязать юбочку. Вот. Тоже вложу сюда хвостик, чтобы он нам просто не мешал. Все, вот так. И теперь сейчас будем с вами вязать юбочку. Итак, начинаем вязать юбочку. Значит, так как у нас еще деталь не набита, очень легко будет ее связать. Значит, так как у нас маркер сзади, и мы меняли цвет пряжи сзади, то начинать мы будем тоже с задней части туловища. Одеваю я за переднюю уже петельку. Это мы возвращаемся к какому ряду? К 6-му. К 6-му ряду возвращаемся, там, где мы за заднюю стеночку петли вязали с вами. И вот одеваю крючок. И вытягиваем через переднюю полупетельку воздушную петлю. Делаю 2 воздушные петли, вернее рабочую нить вытягиваем. Теперь делаю накид. В эту же полупетельку я провязываю 1 столбик с накидом. И в эту же полупетельку 2 столбик с накидом. В каждую петлю мы провязываем 3 столбика с накидом. В каждую полупетельку. Захватываем полупетельку и провязываем в каждую полупетельку 3 столбика с накидом, чтобы наша юбочка была пышной. Итак, провязали мы. Вот такая юбочка пышненькая получается. Теперь обрезаю хвостик и делаю соединительную петлю в 1 столбик предыдущего ряда. Вот 1 столбик. Делаю соединительную петельку. Все, и хвостики нужно спрятать в туловище. Я вот 1 хвостик, который остался, вот спрятала в туловище. И 2 давайте спрячем. Снимаю пушок. Это все почистится. Так, куда его? В общем, я не знаю, я прячу вот так, потом захватываю нижние ряды, вот нижние петельки, и вовнутрь вставляю вот так. Все, прячу хвостики. Все, вот такая вот деталь получается. Теперь приступаем к вывязыванию головы.
Итак, вытащили наш хвостик, который у нас был на маркере. Вставляю, вернее, снимаю первую петельку. Вот, и меняю на цвет нашего тела. Вот так. Дальше снимаю маркер, провязываю один столбик без накида и убавка. Теперь хвостики завязываю на узелочек, чтобы не распустились. И вставляю их тоже в деталь. Вот так. Ставлю маркер в первую петлю. И провязываем до конца ряда один столбик без накида, убавка. В конце это у нас 11 ряд. Один столбик без накида и убавка. 4 повторения должно быть в этом ряду, 8 столбиков в конце. И следующий ряд провязываем без прибавок и убавок 8 столбиков без накида. Вот. Теперь 8 столбиков без накида по кругу. Давайте провяжем 12 ряд. 13 ряд. Снимаю маркер. И в каждую петлю 2 столбика с накидом. Ой, 2 столбика без накида. В первую петлю ставлю маркер, первый столбик. И у нас должно получиться в конце ряда 16 столбиков без накида. В каждую петлю 2 столбика без накида. Так провязываем до конца ряда. В конце ряда 16 столбиков без накида должно получиться. Это мы вывязываем уже голову. Так, маркер захватила. Снимаю маркер, 14 ряд. Один столбик без накида. Ставлю маркер в первый столбик. В следующую прибавка. В следующую 2 столбика без накида, прибавка. Опять один столбик без накида, прибавка. Так нужно повторить до конца ряда. Всего должно быть 8 повторений. В конце ряда у нас 24 столбика. И дальше 15, 16, 17, 18, 19 и 20. 6 рядов мы провязываем 24 столбика без накида, без прибавок и убавок. Давайте так провяжем и набьем туловище уже. Набьем холофайбером туловище после того, как провяжем 20 рядов. Итак, провязала я 20 рядов, набила уже деталь, вставила глазки. Значит, глазки вставляем 7-8 миллиметров между 18 и 19 рядами. И 5 столбиков между глазками. Я их припаливаю обязательно, чтобы шляпки были такие вот. Ну, в принципе, оно не выскакивает, но просто для того, чтобы хорошо плотно набивать детали, они не мешали мне вот эти вот ножки глазиков. Все, я вставила глазки. Они у меня с голубым идут. Если вам видно, надеюсь, видно, с голубым. Вот, и давайте дальше будем 21 ряд. Голову я еще не набивала. Сейчас после 21 ряда буду набивать. Поэтому провязываю один столбик без накида, ставлю маркер.
и убавка. Провязываю убавку. Так нужно повторить 8 раз. 1 столбик без накида, убавка. В конце ряда должно получиться у нас 16 столбиков. Давайте так провяжем до конца ряда и набьем голову. Итак, голову я уже набила. Набиваю я средней плотности, снимаю маркер и 22 ряд провязываю 8 убавок. Первая убавочка. 8 убавок подряд. В конце ряда должно получиться у нас 8 столбиков. Давайте так провяжем до конца ряда. Итак, вот я сделала 8 убавочек, осталось у меня отверстие. Я уже обрезала ниточку, одела иголку и за полупетельки будем стягивать отверстие. Все, теперь узелочком завязываю нашу верхушечку. Теперь вставляю иголочку в самую верхнюю точку и вывожу в любое место. Теперь, если я вижу, что здесь что-то мне не нравится, я возвращаюсь. Вот возвращаюсь в это же место и опять вставляю. Вот и вывожу уже в другое место. Вот. Все. Теперь прячу ниточки. Сейчас мы все поправим. Путаю ниточки. Обрезаю хвостик. И иголочкой поправляю верхушечку. Вот так вот. Все, вот голова наша готова. Теперь давайте сделаем утяжку глаз. Итак, я взяла иголочку с большим ушком и плотную ниточку. И теперь в шейку вставляю иголку и вывожу возле глазика. Вот таким образом. Хвостик ниточки оставляю. Теперь ввожу иголочкой возле следующей стороны глазика и вывожу вот через петельку на шейке. И завязываю на узелочек. Вот так. Несколько раз. Теперь хвостик не убираю. Вставляю иголочку в следующий, тоже в шейку, а вывожу уже в следующий глазик. И вот с другой стороны глазика вставляю. И вывожу через петельку. Вот рядышком, вот через петельку. Тоже завязываю. Смотрю, чтобы утяжки были одинаковые. Вот одинаковые утяжки, поэтому я завязываю на узелок уже. И еще раз на узелочек. Все. Контрольный. Так, и теперь вот, значит,
Теперь давайте с вами вышьем носик. Носик я возьму черную пряжу. Вот. Хвостики я пока не обрезаю, потому что я буду посерединке делать утяжку. Но перед этим я носики не вставляю, я их вышиваю. Мне нравится их вышивать, поэтому я в серединку вот вставляю иголочку. Вот. И вышиваю носик небольшой. Вот вставляю теперь между. Получается, от глазика мы отступаем 1, 2, 3 ряда. В третьем ряду я вставляю посерединке, а во второй вывожу. Смотрим все приблизительно, чтобы было симметрично. Вот, и теперь заполняю полностью пространство носика. Сюда придерживаю и смотрю, чтобы все пространство заполнилось. Носик хочу, чтобы был маленький, аккуратненький, поэтому поправляю ниточки. Вот, закрываю уже последнее пространство и вывожу на... Вот, поправляю ниточками. Вот. Все, обрезаю хвостик. Завязываю узелочек. Хвостики обрезаю, оставляю небольшие хвостики и ввожу вот в серединку. Вот. Прячу. Узелочки прячу. Хвостик можно, ой, носик можно поправить. Вот так. И теперь делаем утяжку на перемычке, там, где носик. Вот мой хвостик посерединке. Я вставляю вот в центральную, вывожу сверху. Вот. Вот так. И делаю вот такую вот утяжку. Теперь ввожу с одного конца носика и вывожу на серединку. Теперь опять вставляю в серединку под носиком, вывожу на серединку носика. И теперь с другого конца носика ввожу и на серединку. Вот. И подтягиваю. Вот так. Хвостик, ой, носик мы поправим. Вот, теперь обрезаю, вернее, да, не обрезаю, а можно, в принципе, обрезать одинаковое, чтобы было. Вот,
завязываю на узелочек. Так, иголочку, ниточку эту убираю. Вставляю сюда эти хвостики. В это же место ввожу, а вывожу в любое место. Подтягиваем и обрезаю хвостик. Теперь на шейке ничего не видно. Носик теперь поправляем еще раз. Вот, а чтобы щечки были пышненькими, я иголочкой так вспушиваю холофайбер. Смотрите, видите, как вспушился холофайбер? И точно так же вторую щечку. Вспушиваю холофайбер, поправляю все, чтобы было ровненько. Все, теперь давайте вышьем реснички и бровки. Вышили реснички и бровки. Вот такой вот зайчик у нас получается. Теперь нам нужно связать только ушки. Итак, ушко одно я связала, уже оставила хвостик для пришивания. И давайте свяжем с вами второе ушко. Для этого нам надо взять пряжу под цвет нашей зайки, под цвет тела, и взять крючок номер 6. Будем вязать крючком номер 6 ушко. Итак, набираю 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Вяжем очень легко и слабенько. Делаю накид. И в третью петлю от крючка провязываю 8 полустолбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Распущу сейчас немного пряжи. Вот, и теперь делаю соединительный столбик в первую петлю предыдущего ряда. Вот первую петлю, хвостик накладываю на крючок и делаю соединительный столбик. Первый ряд готов. Второй ряд делаю 2 воздушные петли. В эту же петлю, в которой мы делали соединительный столбик, провязываю 1 полустолбик с накидом. Дальше делаю накид в следующую петлю, прибавка. 2 полустолбика с накидом в одну петлю. Дальше опять 1 столбик, 1 полустолбик с накидом. Следующую прибавка. 2 полустолбика с накидом в одну петлю. Так нужно сделать. Хвостик, если уже не вяжем. И так нужно провязать
4 раза, 4 повторения. Это у меня третье повторение, третья прибавочка. И последняя, 1 полустолбик с накидом, и в последнюю прибавка 2 полустолбика с накидом в одну петлю. Делаю соединительный столбик в первую петлю предыдущего ряда. Вот первая петелька. Вот первая петелька. Вот. И делаю соединительный столбик. Вот второй ряд готов. Теперь у нас получается во втором ряду 12 столбиков, 12 полустолбиков с накидом. Третий, четвертый, пятый и шестой ряд, 4 ряда я провязываю, 12 полустолбиков с накидом. То есть делаю 2 воздушные петли, в эту же петлю провязываю первый полустолбик и так далее. Так нам нужно провязать до конца ряда без прибавок и убавок. И так нужно провязать 4 ряда подряд. Давайте так провяжем. Итак, 6 рядов провязала, 7 ряд. Набираю 2 воздушные петли. В эту же петлю провязываю 1 полустолбик с накидом. Дальше провязываю убавку. Как я делаю убавку полустолбиками с накидом? Делаю накид. Ввожу крючок в первую петлю, вывожу рабочую нить, не провязываю. Делаю опять накид. В следующую петлю ввожу крючок, вытаскиваю рабочую нить. 1, 2, 3, 4, 5 петелек на крючке провязываю вместе. Вот так я делаю убавочку полустолбиками с накидом. Дальше в следующую петлю опять 1 полустолбик с накидом. В следующую убавка. Ввожу в первую петлю, не провязываю, делаю накид, в следующую петлю вывожу рабочую нить, не провязываю, теперь провязываю вместе. И так дальше. Нужно сделать 4 повторения. И в конце ряда у нас получится 8 столбиков, полустолбика, вернее, с накидом. Вот. И последняя убавка. Вот так. Теперь делаю соединительный столбик в первую петлю предыдущего ряда. И теперь 8 и 9 ряд провязываю 8 полустолбиков с накидом по кругу без прибавок и убавок. 9 рядов провязали. Теперь 10 ряд делаем 4 убавки. Набираю 2 воздушные петли и делаю накид. В эту же петлю ввожу крючок. Вывожу рабочую нить, не провязываю, делаю опять накид, в следующую петлю ввожу крючок, вывожу рабочую нить и провязываю вместе. И так нам нужно провязать 4 убавки подряд. Третья убавка и последняя убавка. В конце ряда у нас получается 4 полустолбика с накидом. Я делаю воздушную петлю в первый столбик предыдущего ряда, соединительный столбик. И теперь 2 воздушные петли и провязываю 4 полустолбика с накидом. Это уже будет 2, это будет 3 и это будет 4. Опять делаю соединительный столбик в первую петлю предыдущего ряда. Делаю одну воздушную петлю и теперь складываю пополам, и нужно нам провязать 2 столбика без накида, соединяя 2 стороны ушка вместе. Вот. Первый столбик без накида и второй столбик без накида. Дальше обрезаю ниточку подлиннее, оставляю для пришивания.
Затягиваю ниточку. И ушки наши готовы. Теперь нам нужно их пришить. Итак, начинаем пришивать ушки нашей зайки. Значит, отступив один ряд приблизительно от серединки, я пришиваю ушки. Чтобы они были симметричны и хорошо смотрелись. Давайте так пришьем. Итак, пришили мы ушки. Вот такая вот малышка у нас получается. Теперь нам нужно вставить, если это для брелочка, то я вставляю, вот вставляем карабин. Я беру тоненький крючок. Так. Вот, и вставляю карабинчик. Если это брелочек. Если это не брелочек, а просто маленькая игрушечка, то, в принципе, этот карабинчик, он не нужен. Все, размер игрушечки 13 сантиметров. Надеюсь, вам понравилось со мной вязать. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Впереди еще очень много мастер-классов. Ну а сейчас мы переходим на мишку.